Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп недели с 4 по 10 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Хочу поблагодарить вас, мои дорогие, за лайки, за ваши комментарии, за то, что вы откликаетесь на мои видео. Мне очень приятно читать. К сожалению, далеко не всегда, особенно в последнее время, есть возможность мне ответить. У меня тоже жизнь в последнее время какую-то турбулентность бесконечную приняла. Просто хроническая нехватка времени. Но я искренне с удовольствием читаю все, что вы пишете. Я понимаю, что есть между нами связь. И это, по сути дела, есть мое вдохновение. Иначе зачем я делаю эти видео? Итак, давайте узнаем, что же думают карты. Будем реалистами, но я так думаю, проведем мы с вами эти минуты с хорошим настроением. И какой-то инсайт, мои дорогие близнецы, вы определенно получите. Или какой-то один из своих шагов, что вы планируете. Может быть, посмотрите на метафорические образы карты и для себя сделайте какой-то вывод. Мы разложим карты вот таким образом, чтобы вся колода у нас словно была перед глазами. И первая карта, первый вопрос, что важно знать на неделю. Итак, девятка пентаклей. Хорошая карта о надежности. И, что немаловажно, деньги будут. Не говорят нам тут о каких-то сентиментах, увы. Более того, нам карта говорит, девятка по нумерологии, сохраняй все то, что ты имеешь впереди, перемены. Но у вас сейчас очень прочная позиция. И по финансам, кстати, это может быть или решение финансовых вопросов как-то удачно с большим плюсом, или когда вы просто получите деньги, или когда проанализируете свою какую-то финансовую ситуацию, может, в каком-то контексте, в принципе, мы остаемся довольны. Или получение, может быть, просто прогнозируемых, как бы, да, ну, по зарплате будем говорить, заработной плате, окладу денег, и тоже как будто есть чему порадоваться, есть чем собой отчасти гордиться, что в наше неспокойное время у вас таки какой-то плацдарм надежности имеется или цитадель, словно крепость, и все сохраняем. Где-то будем бдительны. Не случайно, словно наша девушка, изображенная на карте, держит сокола. То есть ясным соколом быть следует. Определенно держать руку на пульсе и подмечать, что происходит вокруг. Чего не избежать? Или неожиданности. Давайте узнаем. Возьмем эту карту. Знаете, из всех неожиданностей какой-то, словно тормоз, заминка, какая-то пауза, может быть, старший аркан повешенного. Может быть, какое-то дело вы считали, что ну вот-вот решится, и неожиданно что-то стопорится, затягивается, подписание документа, оформление какого-то договора. Или еще какой-то истории, которую вы уже бы хотели завершить побыстрее. С другой стороны, это ощущение... Может быть, ведь есть еще по этому аркану смысл такой жертвенность, да, когда мы, ну, участвуем, может быть, в каких-то мероприятиях, дали кому-то словно обещание, а может быть, обет, кто знает, ну, я, безусловно, шучу. Ну, вот есть какие-то обязательства, и мы так чувствуем себя неуютно, потому что вроде бы как слово надо держать, но что-то нас это тоже тяготить может. И есть и такое значение. Хотя чаще всего это старший аркан будет говорить о обстоятельствах каких-то, которые нам словно притормаживают решение каких-то вопросов. Любых. Словно нам хочется драйва, а тут сплошная умеренность какая-то, вот и так может проиграться. Чему сейчас не время? Давайте достанем еще одну карту. И тем не менее, с чем-то пытаться разобраться или провести какие-то параллели, или поставить в чем-то точку, или с чем-то определиться окончательно, кому-то вынести вердикт, или подталкивать какие-то
вопросы к решению как будто тоже не имеет смысла. По сути дела, двойка мечей – это карта выбора. Когда мы должны сделать этот выбор вот так хладнокровно, без эмоций, нам хочется, может быть, это совершить по какому-то вопросу. Но у нас выпадает старший аркан повешенного и говорит, что да вот как раз нет. То, что мы с вами говорили минуту назад, мы так хотим что-то решить быстрее, а здесь словно пауза. И это пауза, которая исходит от каких-то внешних причин, которые от нас, увы, не зависят. Поэтому и не время, наверное, пытаться себя или какую-то ситуацию словно разграничить или принять какое-то окончательное решение тоже не получится, потому что, видимо, это решение будет зависеть от какого-либо предыдущего, либо состояния, либо решений другого человека, к примеру, или решений в каких-то инстанциях. То есть, ну вот есть какая-то цикличность, в которой словно происходит сбой, мои дорогие близнецы. Ну, хорошо, давайте тогда мы спросим, а что нам будет помогать? Вот интересно. Вообще, я бы сказала, неспешная неделя с 9 пентаклей. Все спокойно, все под контролем. Что нам будет помогать? А когда мы верим сами в себя, кстати. 6 мечей – карта заслуженного успеха. Так вот, ваш успех абсолютно не откладывается. И нам будет помогать, если мы сами себе где-то, скажем, проанализируем какую-то обстановку и придем к выводу, да вообще-то у меня сейчас все хорошо. 6 мечей, она говорит о том, что от наших приложенных усилий мы обязательно получим эффект. Но, может быть, не на этой неделе. Какая-то составляющая вашей темы, вашего вопроса, может быть, это работы, может быть, это на оси отношений где-то или финансов, все равно, пусть даже если и со скрипом медленно, но идет вперед. И карта нам уже обещает успех. Мои дорогие близнецы, все, что вы задумали, карты говорят, что у вас попросту получится. Давайте мы узнаем, а что от меня скрыто. Да вообще ничего не скрыто. Паш кубков. У кого-то это может быть, кстати, вопросы, связанные с детьми, причем те вопросы, когда нас радует, как общение с ребенком нашим, и тут разновозрастные дети могут быть абсолютно, или наше участие в чем-то, какое-то приятное общение, когда мы словно себя молодыми чувствуем, правда, у кого-то так может проиграться, или какая-то счастливая новость, тоже отчасти связанная с детьми или с вашей личной жизнью. Вообще нет ничего нарочито скрытого или того, что нам может помешать. И если и есть скрыто, то какая-то приятная новость у вас на пороге, которая, видимо, не замедлит себя долго ждать, и вы ее узнаете. В любом случае, даже если и что-то у нас не продвигается так быстро, как нам бы хотелось, но есть и то, что добавляет улыбок на лицо и дает нам ощущение уверенности. Это первое, как деньги, как уверенность в собственном успехе. То есть, скорее всего, как бы мы где-то, не горевали по поводу того, что какой-то вопрос стоит на паузе. Умом, мои дорогие, а вы хорошие аналитики, мои дорогие близнецы, умом, скорее всего, вы понимаете, что да, вот тут вот, как ты тут не тормоши себя, еще кого-то, не убыстришь какой-то вопрос, лучше подождать. Но за это время какие-то приятные новости к нам приходят. Хорошая, стабильная неделя, сказала бы так. Давайте мы спросим по основным сферам жизни, деятельности, дела, работа, бизнес. 3 кубков, праздник, поэтому, правда, какой-то вопрос решается, много взаимодействия с людьми, но еще больше приятного общения. Все-таки 3 кубков, когда у нас получается с кем-то договориться. У кого-то это может быть как выгодное предложение по работе, может быть какие-то дополнительные бонусы в виде финансов или, может быть, еще какие-то бонусы. Но есть праздник, мои дорогие, стало быть, если есть и праздник, стало быть, есть и победа. Есть то, что мы с собой остаемся довольными, потому что как-то идет по нашему плану. Удается что-то совершить. Давайте посмотрим финансы. Хотя нам сказали про финансы. 2 жезлов. Финансы будут. Первая карта 9 пентаклей. И вообще к решению на этой неделе финансовые вопросы, они у нас будут происходить со знаком плюс. А с 2 жезлов это новые перспективы. Но словно куда мы отправимся, в каком направлении, мы здесь можем еще раздумывать. У кого-то эта карта может проиграться как работа
в двух сферах деятельности или в двух направлениях, на двух работах вам приходится, может быть, работать, и у кого-то так проиграется, и словно не оставлю ни первое, ни второе. Может быть, это как раз двойка мечей, когда хочется определиться, и у кого-то проиграется ситуация, когда уже бы рад оставить что-то одно, но окончательно определиться, может быть, на этой неделе будет сложновато, потому что данные или обещания, или оформление какого-то контракта попросту могут задержаться по независящим от вас причинам, но у вас-то все равно получится. Днем раньше, днем позже. И двойка жезлов может тогда означать, что я словно пытаюсь одновременно усидеть на двух стульях или двигаться в двух направлениях. Вот какая-то двойственность по финансам определенно есть. Но с другой-то стороны, может быть, это доходы из двух источников. Скорее всего так. Или правильное распределение финансовых средств. Мы вынуждены пока продолжать в каком-то прежнем ритме, потому что, может быть, обстоятельства требуют именно действовать таким образом. Но по двойке жезлов, повторюсь, у нас уже есть какие-то задумки на будущее. И здесь могут касаться вопросы, допустим, по двойке жезлов, когда мы продаем все же это финансы, недвижимость в одном месте и хотим купить в другом. Или, может быть, и движимого какого-то имущества, это может касаться машины, хотя у нас тут напрямую нам не говорят про транспортные средства, но есть двойка жезлов, как будто, может быть, финансовая история, она не заключается в каком-то одном вашем действии, а предполагает как минимум два. Давайте мы посмотрим, что у нас в личной жизни, как видят карты на неделю. И рыцарь жезлов у нас выпадает. По рыцарю жезлов это всегда словно страстное желание что-то решить. Может быть, это и вопрос в личной жизни, который будет связан, кстати, с переездом. Или к вам приезжает человек, или вы куда-то собираетесь отправляться. Жезлы – это есть отчасти страсть. И поэтому для девушек, для женщин, правда, может проиграться, что я жду. Мы, может быть, отношения какие-то или на расстоянии, или вы со своим любимым человеком на расстоянии, и вы можете ожидать вот этой встречи. Для кого-то личная жизнь будет означать еще к вам приезд человека, который, может быть, ваш родственник. А для кого-то это будет, увы, не про личную жизнь, все же жезлы, дела, работа, бизнес, деньги. И эта карта будет означать вашу успешную историю по построению собственной карьеры и решению финансовых вопросов, когда, может быть, необходимо отправиться куда-то, чтобы решить какой-то вопрос. По этой карте проходит несколько моментов самых основных. Первое – это либо ваша поездка, либо к вам приезд кого-то, или это новость сама по себе. Новость может быть как через СМС, телефонный звонок, в каком-то мессенджере. Второй момент. Мы чего-то не можем отложить на потом, мы должны действовать буквально сразу. С чем-то мы должны словно проиграть, провзаимодействовать, может быть, позвонить, откликнуться сразу. Не обязательно принимать какие-то важные решения, но дать понять оппоненту или другому человеку, что да, я в теме, я в деле, я знаю, я не отказываюсь от чего-то. Потому что часто рыцарь жезлов – это начало каких-то заманчивых либо прогрессивных новых возможностей, либо для нас каких-то предложений. Поэтому и важно взаимодействие. И третий момент – это когда сама по себе может быть работа с информацией. Для кого-то так. Когда вы ищете информацию, к вам какие-то новости приходят, вам нужно, может быть, ответить или найти, что же есть по факту. Есть на этой неделе в чем-то и задержка, словно заминка, но есть и те дела, которые определенно у вас словно ускоряются. А для кого-то из вас вот эти все карты, которые нам выпали, чего не избежать, выпала карта повешенного, это на начало словно недели. И есть еще словно стопор какой-то. А в процессе развития дней, в процессе развития событий недельных как раз что-то придет уже в движение и начнет постепенно решаться, осуществляться. Или какие-то вы будете получать новости, которые тоже будут свидетельствовать о том, что
словно предыдущий период задержек, он заканчивается, и теперь у меня открываются новые возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.